Всем привет, с вами Санчес. Да-да, я Санчес. Я не знаю зачем, но я Санчес. Снимаю видос вам, даже не вложу в прошлую часть. Я вам напоминаю, сделал опрос в телеграм-канале, где вы выбрали, что видосики должны быть теперь меньше, либо больше, там непонятно. Короче, сколько захочу, столько сниму, но главное, чтобы было интересно, весело. Монтаж, ура, вот так. Поэтому мы продолжаем играть в эту хуету. Я еще более новую версию скачал, которая сейчас вот вышла 25 числа или 26. Тут, короче, теперь сиськи у NPC могут быть отбившими. То есть давайте найдем женщину. Ой, нет, это не женщина. Вот. А тут, наверное, нужно посмотреть. Вот, вот она. Знакомство с тобой долго думала, что значит выражение бабочки в животе. Знаешь, я это поняла, как только узнал тебя получше. Кажется, это самое приятное знакомство в моей жизни, Санчес. Я очень надеюсь, что наша с тобой связь никогда не порвется. Дождь пошел. О, а можно потрогать сиськи? Пожалуйста. Нельзя, ладно. Так, что там? Давайте дальше пойдем по сюжету, хватит нам хуйню мается. А, мне похуй, мы сейчас идем к... Где она там? Студенческий совет. Здорово, Юки. О-о-о. Да. Насчет желания. Визировался? Да-да-да. Мы помним все про желания. Мы все знаем. Ходи со мной на свидание. Вон оно как. До этого ты показывал, как я тебе неинтересно, что я тебе не нужна. А сейчас внезапно хочешь со мной пойти на свидание? Есть два варианта. Либо тебе цели на меня совсем не романтического характера, либо тебе что-то от меня нужно странное, либо же даже не знаю, в любом случае тебе что-то нужно от меня, что мне может не понравиться. Даже если оно и так, а ты сама мне предложил такую помощь. Сейчас, полагаю, достаточно сильно продвинул клуб оккультизма в таблице лидеров, чтобы ты выполнила то, что хочется мне, если, конечно, в этот раз не обманула глава студенческого совета во благо своих мнимых целей получения академии. Язык враг... блядь. Язык мой враг мой. Тем не менее, ты зря разводишь весь цирк. Я не говорил, что отказываюсь от твоего желания. Изначально ты, как ты мог на свидание прошлое Чего? отказался. А, ну да. Я могу выполнить... Я не смогу выполнить твое желание, если не буду иметь возможность с тобой созвониться, верно? Мы могли Сколько можно, блядь? друг друга найти на выходных и помогать тебе умять эту возникшую проблему. Как меня будут записывать? Ну, конечно же, меня зовут Влад Росляков. Полагаю, что особо морально ты не отличаешься, раз использовал это имя этого человека в таком контексте. Возможно, это странно, это единственное, что мне пришло в голову. И мне я очень надеюсь, что на день ты нападать не будешь, потому что это было бы очень глупо и грустно. Если это все, то мне нужно работать, иди нахуй. Наше все, что слышно. Да, короче. Все, мы идем. До свидания. Юки. Эй, Санчес. Да. Ну, не хочешь заняться чем-нибудь? В этом старом поведении у тебя уже есть явно что-то конкретное на примете. Придурок, зачем придурок с клубом, если ты уже понял, пошли. Ну, мы же это, отыгрываем роль... Кого, блядь? Так, ладно, бог, давайте выбираем. Так. Миссионерская дагестевая поезд наездницы. Чё же мне показать на бусте за 150 рублей в месяц? Его можно найти еще и все позы, которые я даже выкладываю, даже нового типа позы сейчас вышли для мейка. Ёб твою мать, незваный в гость. Ну, пускай, заходи. Заходи. Чё ты хочешь? Эти чертовы преподаватели надоели. Ну и что не было сделано задание? У меня молодые золотые годы, а они мало того, что половину дня заставляют слушать убогие лекции, так еще и не дают после учебы отдохнуть. Я ей буду делать? Не-не-не, давай налейем чай. Бормотуху, чай. За бормотуха. Я слышал, что где-то тут водят сектанты, рассказывают про какого-то бантибоя. Или как-то так. Будь осторожен, вдруг они к себе заявятся. Да уже в прошлой серии заебились к нам. Я им сказал, что я пнул ежа, они ушли. То, что я, блядь, раздевал женщин, насиловал и убивал кого-нибудь, то это похуй. Говорят, на пляже видели акуну, настоящую. Интересно, откуда она там взялась. Эта учеба утомляет. Даже схитрить не получается толком. Учителя словно видят каждый мой шаг. Хорошо, что хотя бы тут я могу расслабиться. Спасибо за такую возможность. Пожалуйста, посидим в тишине. Я с тобой полностью согласна. Этими политикам
Дно показать усю силу народа. У меня что-то на лице, ой, это вряд ли зубная паста. Это уютный у тебя район, и до учебы близко. Может, мне к тебе переехать? Ха-ха. Алкашку есть? Можно. Возбуждающие зелья. Давай просто в афродизиак. Бать, откуда мне алкоголь? Она вырубилась, короче. Ну, судя по тексту. Э, в смысле? Мастурбировать на девушку? А за 100 телеграм-звезд вы можете получить доступ к хентай-сценам из видео без цензуры. В этом 18 плюс телеграм-канале есть галерея всех игр, что вы видели в моих видео. Моды для этих игр и CG-сцены в архивах. Удаленные из игр хентай-сцены, хентай-видео выходят тут раньше, чем на ютубе. И все это сортировано по хэштегам и без. Либо через буст за подписку хент и выше. Вытерли мы с нее это с её лица хуйню. Спасибо за то, что не воспользовался мной в бессознательном состоянии. Я действительно благодарен тебе за это. Ты вместо своей надменности высокомерия показать свою хорошую сторону похвально. Придурок, не издевайся надо мной. Надеюсь, я ничего глупого не делал, когда опьянела. Не думаю. Блять, да пошла она. Спокойно отдыхая себе в комнате, вы вспомнили о своем грядущем свидании с Юки, который недавно обещал вам перезвонить, сообщить о месте встречи, но нихуя не было звонков, она вас бросила. А ты ответил даже быстрее, чем я думала. В любом случае, очень надеюсь, что на то, что сейчас готовность и мотивация со мной встретиться, тебя не занимает. Не бойся, этого мне хватает сверху. Ну, учитывая потому, как быстро ты ответил, буквально таки сразу ответил, у тебя действительно есть сильное желание со мной куда-нибудь сходить, да и в свободное время, как я вижу, у тебя проблем не имеется. Тем не менее, во мне еще много кончи. Достаточно странно ты сейчас охарактеризовал фантанизм в человеке. Господи, какие тут, блядь, два манипулятора, я хуею. Вот читать, слава богу, вы выбрали, чтобы я меньше вам показывал всякой хуйни. Я могу просто вот этот вот монолог двух манипуляторов, кукловодов и куколдов просто вырезать и показать вам интересные диалоги, которые реально будут интересны. Если вы досмотрели до этого момента, кстати, напишите в комментариях слово «Юкиаота шлюха ебаная». И после этого вас YouTube нахуй забанят. Короче, что, где, когда. Ты нетерпеливо называешь, что я девушка, которая требует к себе ласки и внимания, а не грубости переводить, конечно. Если дать волю базарной девке, то она займет от себя всё твое свободное время, после чего благополучно пожмет плечами и скажет, что встреча не состоялась, но ей было приятно пообщаться. В парке через час. Нормально? Думаю, заебись. И Киото, собственно, персона, которая запоминает вас боковое зрение, сразу же встал со своей позы. Я понял. Значит, вот как ты обходишься с людьми, которые тебе не интересны. Конечно, занимательное приветствие, но не думаю, что он является верным в данной ситуации. Ну, я так не думаю, кто тебя, ну, знаешь, выебет. Чего? Появилось подозрение, что ты хочешь меня обнять, знаешь ли? А, я понял. Ты более раскрепощенная. А мы что, в японской школе, чтобы стесняться, обнимашек с девкой, которая, блядь, ты уже знаком столько лет. Конечно, лестно, но кроме изречений тебе не улучшить мое отношение к тебе, лучше бы ты прогулялся со мной. Нежную ручку убрала, блядь. Ох, как это мило. Я тебе совершенно не волнуюсь, что здесь могут пройти люди, знающие тебя. Не волнуйся, скоро, блядь, ебаные манипуляторы куколды. Какое влияние на рейки, черный пиар, это тоже пиар, я понимаю, люди, наверное, проголосуют за тебя, если это вскроется. Ну, то, что, типа, короче, как айдол в Японии, если там айдола какого-нибудь из Японии выебет кто-то другой, а не фанат, ну, тот фанат, который фанат, то все, габелла. И тут также, видимо, все хотят в школе ее выебать, и только единственное мы, блядь, которому она даст. Вот так вот. А если, типа, узнает, ну, все равно же пиар, блядь. Ее выебал какой-то пацан. Блядь, давайте голосовать за Юки Ото. Вот Юки Ото кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки. В России я не хочу ее видеть. Чокнутый, сука, несешь хуйню какую-то. Недооценишь же ты себя, как считаю, ставит труда надавить на целый клуб, если только посчитаешь, это нужно. Ой, бля, достаточно плохо получается. Что же я наблюдал тут, когда ты пытался давить клуб оккультизма, да, бля, время репутационного спад дай человек, который тебя явно неизвестен. И не совсем похож, ты не знаешь, что выбирать, кто я. Понятно то, что тебе 5 человек проагитируют за твою сторону, является какого-то
плана проверки меня, полагается, было слишком очевидно. Поэтому... Ебать, манипуляторы. Ну-ка, надо музыку, короче, включить какую-нибудь, а тебя не это. Вам просто сейчас я прочитаю это все. Музыку из какого-нибудь детективного сериала, потому что без авторских прав. Не знаю, каким я ее голосом буду озвучивать, но нашу пацаны я буду говорить как... Ёбаный долбоёб. Полагаю, это было слишком очевидно, поэтому я тебя особо-то и не скрывал это. Проверка или нет, если это бы вскрылось, то ты бы точно не была уже главой студенческого совета. Кто ж знал, что у меня тогда было в голове? Не думаю, что это сейчас имеет значение. Возможно, в моих действиях и наблюдалось ошибки. Но, знаешь, если бы я не нашла такую подушку безопасности, как ты, я бы уже, наверное, не была главой студенческого совета. Мне интересна твоя личность как минимум, потому что своими силами ты можешь восстановить любую мою репутационную потерю. Ты хороший союзник. К тому же, я более чем уверен, что у тебя нет прока меня предавать, оглашая все. Ты слишком большие ты надежды на меня возлагаешь. В этих надеждах я полностью была правой. Учитывая, как ты поднял клуб оккультиста по популярности, возможно, если ты продолжишь развивать его, он будет известен не только на всю Академию, но и на регион, город. Знаешь, пусть оно и так, но чуть больше послушав тебя и сопоставив все воедино, что-то мне кажется, что Яна была посредником в твоем выборе. Полагаю, отчасти это правда. В ее клуб на тот момент вступил бы совершенно отчаявшийся человек, а в нашей Академии таких единиц, либо же личность, подобная тебе. Как я знаю, ты распределишь участников по деятельности вручную. Это многого стоит, учитывая, что ты знаешь крупицы информации об этих людях, но тем не менее выдаешь им действительно ту активность, в которой они расположены. Подобное. Это какая же? Скажем так, необычная. И тогда мне кажется, что для тебя жизнь — это компьютерная игра с счетами. Первоначально я и не думала, что ты добьешься таких результатов. Но все же я сделала проверку, рискуя своей репутацией и положением. И знаешь, я вполне себе довольна этим. Знаешь, это просто случайность? Возможно, случайность. А возможно, и судьба. Кто ж знает точно. Ты меня вообще слушаешь? Ты что-то говорила? Похоже, что я на время оглох на два уха, извини. Кажется, что ты наглеешь не по дням, а по часам. Если не заметил, прямо сейчас я перед тобой распиналась, а оказывается, что все это было зазря. Прямо сейчас мне хочется оторвать тебе голову, но, пожалуй, воздержусь, учитывая, что на свидание. Значит, тебя можно вывести из себя? Не сомневайся в этом. Убрав ладонь с вашего лица, девушка вновь взяла вас за руку, и вы пошли дальше по парку, проходя мимо тех же угрюмых ебальников, которые были так знакомы вам, и лишь тот же самый лучик света заставлял вас мыслить и фантазировать о разных вещах. О сексе с Юкиоты. Еще долгое время поддерживал диалог с ней, ваше свидание сопровождая милой улыбкой и звонким смехом. Ваша партнерша приходила просто отлично. Вы не замечали, как быстро несется время. Казалось, будто бы эта идиллия не может так просто взять и закончиться. Но, тем не менее, такого попросту не бывает. Спустя множество пересказанных жизненных тем обсуждения всего и вся, ваше внимание сосредоточилось на предательском небе, которое было совсем недавно, короче, голубым. То есть, как я. Что-то случилось, Санчес? Кажется, что уже достаточно поздно. Глянув на небо, вслед за вами Юки что-то недовольно буркнул себе под нос. И вновь перевела свой взгляд на вас. Я будто бы не вижу. В любом случае, предлагаю немного отдохнуть. У меня ощущение, будто бы я пробежал марафон 10-часовой, не меньше. Тем не менее, полагаю, тебе понравилось гулять со мной. По крайней мере, это ощущение у меня возникает, когда я вспоминаю твою постоянную и милую улыбку. Знаешь, я уже давно не так ходила, когда ты, да. Но это приятно проветриться, и тем более в приятной компании. Приятная компания, значит. Мне кажется, что твое отношение ко мне сильно улучшилось с прошлого раза. Твое улучшилось еще сильнее. Учитывая, как агрессивно до этого ты ко мне относился, кстати. Ну что, будешь еще раз быстрее развивать клуб оккультизма? Или мне ожидать следующего нашего свидания к еще месяца? По крайней мере, я постараюсь развить его так, чтобы в конце следующего свидания наши с тобой отношения развивались куда дальше, чем обычные диалоги о сущем. К примеру. Ну, возможно, тем не менее, я говорю еще больше. Ну, как. Возможно, тем не менее, говорю еще большим, чем обыденные поцелуи.
Нет, думаю, а я на тебя буду ревновать ко мне. Я не могу наплевать на ее чувства, по крайней мере, уж точно не тогда, когда не важно. В любом случае, я не могу сделать то, о чем ты намекаешь. Даже если ты испытываешь явно физический интерес к человеку напротив, значит, это, возможно, решение лучше, потому что, как минимум, человек не против такого развития события. Кажется, что наш диалог зашел совершенно не в то русло. С каких это пор для подобных тебе людей разговора о человеческих взаимоотношениях то русло? Кажется, что любые отношения между мужчиной и женщиной так или иначе должны перейти в физический контакт. Ты должна это понимать тем временем, как я вижу, учитывая, что у тебя у самой возникают такие желания, когда ты смотришь на меня. Я никогда не отрицала того факта, что у меня к тебе есть симпатия, но, знаешь, она уж точно выражается не в том плане. Да и, кажется, ты, Санч, стал забываться. Не переходи, пожалуйста, границы дозволенного. Предположим, что ты этого не хочешь. Чисто гипотетически. Как он ее не пытается развести на секс. Ой. Предположим, что ты это... Блядь, я не могу это нормально теперь уже читать. Представь, что я тебя заставил сделать это против твоей воли. Ты уже перегибаешь. Блядь, я проебался. Подожди. Предположим, что ты не хочешь из этой гипотетической ситуации. Представь, что я тебя заставил делать это против твоей воли с помощью твоего же предложения о помощи. Просто чтобы ты выбрал сильную потерю веса в твоих словах или же иной исход. О, ты уже перегибаешь. А ты начинаешь забывать, что, несмотря на твои мнимые благодетельные цели, тебе хочется просто получить выгоду с меня. Тем не менее, знаешь ли, я не отвечал тебе так, как ты сейчас отвечаешь мне. Только с ваших уст прозвучал конец фразы, вы почувствовали жгучую боль в районе щеки. У вас прилетела смачная пощечина от вашей партнерши, которая была явно недовольна всеми вашими недавно сказанными словами. И если ты действительно так думаешь, то считай, что я в тебе очень сильно разочаровалась. Такие глупости мне давно никто не говорил. Если считаешь, что нормально, то да, все же лучше прекрати любой намек на дружеские отношения. Ты мне противен. Дотронулся до недавно места удара ладонью, но и смотрели на явно разочарованного во всех отношениях Юки, которая все продолжала и продолжала называть вас маньяком. В любом случае, мне пора идти. Какое вам дело до этой сумасбродной девчушки? Пусть делает, что хочет, а все другое вас не касается. И Киото больше не сможет не появляться. И Киото больше не сможет появиться в Академии, по крайней мере, некоторое время. Романтическая ветка Сюки Акото будет полностью закрыта. Тем не менее, вы не могли дать этой локальной истории закончиться так. Каждый имеет право на прощение, да и ваша интуиция буквально-таки вам кричал, что если вы не побежите прямо сейчас за Юки, больше не сможете изменить ее мнение о себе никогда. Отношения вашего персонажа Юки могут бы сильно улучшиться, конечно. А вот сейчас будет, блядь, какой интересный момент, который, если игра мне позволит, то да, будет весело. Ну, Санчес уходит на перекур. Ну и вытирать стол от энергетика тоже пойдет он. Блин, что-то не спится, пойду к Дане. Пришла к Дане, жестко дрочит. Да. Данечка. Ты чего пришла без стука, ёбнутая? Прости. Ну ладно, раз пришла, то будешь исправлять свои грехи. Что? Дорогие зрители моего канала, или анала, как хотите, можете называть, если вы любите, то на бусте 18 плюс телеграм-канале не будет моего анала. Хуй вам, на не мой анал. Ну, типа, нет, нихуя не будет, поэтому не ищите, я знаю, как вы просили, я помню. Я помню, блядь, как вы просили, чтобы я озвучил каждый стон, блядь, который там написан, этот текст, блядь. Сейчас будет самая интересная часть. Поэтому я могу сказать только одно. С расстановки интонаций, дискриминации, ой-ой-ой. Но, в принципе, тут наверняка будет дискриминация по половому призраку. Поэтому всех женщин я попрошу остаться. И тоже интересно, достаточно пиздатый момент. Поэтому, да, давайте начнем просмотр. Должна быть еще песня типа «В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания». RNPC, ты RNPC, как у нас мог родиться главный герой, блядь. Давайте начнем уже. Чем мы будем сидеть-то? Просто в тишине. Не в силах более терпеть весь груз ответственности за случившееся,
Вы быстро бегом направились прямиком в сторону, куда ушла Юки. В это время она не могла далеко убежать. По крайней мере, вам эта мысль приходила в голову и придавала некоторую надежду на то, что все могло может обойтись. Но спустя минут 10 беспрерывного поиска эти позитивные мысли возымели негативный окрас реализма. Я не знаю, где она живет. У меня нет ни малейшего понятия, где она может сейчас находиться. Эти поиски бесполезны. С грустью плюхнувшись на ближайшую лавочку, вы вновь начали смотреть на уже темное небо, придававшее вам в этот момент лишь еще более усугубленное настроение. Лишь звуки сверчков на ваше сознание воздействовали не лучше. Прикрыв глаза, в ваших мыслях начали крутиться моменты, проведенные с Юки. Как ни крути, означали они на тот момент для вас многое. Казалось, что уже ничего не могло исправить ситуацию. Если бы ваши уши не поймали один примечательный диалог пьяных людей, казалось бы, в пустом парке. Слушай, девочка, мы же понимаем, откуда ты пришла. Рядом находится район, в котором куча подобных тебе. Просто назови цену, ты положишь деньги, а мы скажем такую услугу. Все в плюсе, так? Я просто отпустите меня, пожалуйста. Да ладно тебе, думаю, что день у тебя вышел не из лучших, но клиентам-то надо помочь. Тем более мы честные ребята, тебе деньги, а взамен ты нам поможешь с нашими проблемами. Я шлюха. Да, ты шлюха, помогающая с проблемами. Не трогай меня! Голос был знаком никогда. Это была точно шлюха. Похоже, к ней пристали непонятные мужчины. Обдумав все, вы решили. Как бы там ни было, драться я умею. Но новый перк в бывшем часто дрался. Вы теряете 5 красноречия, 5 интеллекта, получаете плюс силу 10 силе, ловкости и 15 выносливости. Припоминая ваше очень неприятное прошлое, вы с некоторой грустью вздохнули. Постоянно разбиты кулаки, кровь, ушибы, синяки, переломы. Раньше вам казалось, это обычные Сузуки. Мацуи, блядь. Ладно, не будем прикол. Раньше вам казалось это некой обыденностью, преследующей вас из раза в раз. Один раз свяжешься с плохой компанией, и отвязаться невозможно. Но тем не менее, однажды у вас появилась возможность выбраться из тесных оков насилия и жестокости. Припоминая, конечно же, Мэйку Цукасу. Этим шансом тогда-то вы были рады воспользоваться, но сейчас вам вновь придется применять методы, которые до этого ранее было отказано. Возможно, это не лучший выход, но Юки прямо сейчас находится в опасности. Возможно, мне стоило убежать вновь от этого. Твердо решив ее спасти насильственными методами, вы направились прямиком к месту стычки, до которого дошли буквально-таки за минуту. Чуть подняв свою голову, вам на глаза сразу же попалась не лучшая из возможных картин. Нелицеприятный человек благополучно проводил свои ладони по щеке Юки. Только за этим наблюдали его друзья, становившиеся более раскрепощенными с каждой секундой и ожидавшие начала всех этих действий с очень сильным вожделением. Слушай, девочка, мы не такие злые, как ты думаешь. Нам просто хочется получить эту самую услугу, понимаешь? Сколько раз я вам уже повторяю, что я не девушка легкого поведения. Можно ей было ебальник сделать все-таки погрустнее. Именно пуганы. Мы это слышали множество раз. Послушай, расскажи нам свою цену. Мы заплатим наш нам услугу, после мира разойдемся. Ты думаешь? Я вам повторял много раз, Так недавно договорил девушки, разговаривающей с ней главарец, жестко и хлестно дал той пощечину такой силы, что та благополучно упал на свою пятую точку в слезах. Блять, просто скажи уже свою цену, не еби нам мозг. Будучи за спиной одного из неприятелей, Юки, вы пытались перебороть гнев, который сжигал вас изнутри. Буквально говорил перебить всех, кто хоть пальцем тронет вашу вещь. Ася, это что за хмырь за спиной? Я за спиной. Заметьте, видимо, вас боковым зрением враг, скажавший это, пальцем указал настоящий вас сзади одного из участников свита. А тот, только услышав фразу резких движений, повернулся в вашу сторону. Все внимание головорезов было на вас. И даже Юки сквозь слезы тогда наблюдал за всеми вашими действиями. А ты еще кто? Ха-ха. Возможно, ты хочешь поучаствовать? Мы тут нашли одну Так недавно говорит стоящему возле вас пареньку. Вы со всей мочи ударили его апперкотом с такой мощностью, что тот не только замертво упал, но потерял половину всех зубов в своей челюсти. Старый вниз, вам вновь вспомнил все драки, только проходившие в вашей жизни, ведь на глаза сразу же попался незаменимый элемент всех мордобоев — кровь. Кровь застилала уже большую часть темно-красного холодного грунта. Возможно, именно этот удар заставил вас на минуту всех стоящих и наблюдающих за вами обомлеть, но вскоре это все закончилось.
Все еще стоя на своем месте, вы предавались злосчастными воспоминаниям до тех пор, пока на вас не побежал следующий противник. Хук. Такое знакомое вам слово и удар. Вас били множество раз, да и вы не меньше его использовали. Например, как сейчас. Только ваш кулак соприкоснулся с челюстью противника, раздавшийся характерный хруст. Похоже, вы сегодня явно ударили. Два удара. Два полумертвых головореза. Один без зубов, другой же с сломанной челюстью. Блять, придурок, какого хуя вы не можете его уебать? Подняв голову, вы перестали оставшихся противник, которые, казалось бы, были максимально глупыми, если не использовать численное превосходство. Только подумав так, на вас сразу же побежало двое других головорезов. Понимая, что больше с ними играть нельзя, вы сразу же встали в боксерскую стойку и готовились к приходу своих противников. Первый джеб, второй джеб. Наблюдая за всей этой ситуацией в бою, казалось, что вам ни за что не смогут подобраться. Но вся эта уверенность длилась недолго, вас ударили с ноги прямо в голову. И вы, как назло, пропустили этот злополучный удар, упавший прямо в вашу челюсть. Крик Юки, несколько секунд потемнений, полная потеря чувств. Наконец-то вы справились с этим боксером, гребаные идиоты. Он был действительно плох, будь он чуть старше и опытнее. Заткнись, придурок, вы чуть не проиграли школьнику, как эти две бесполезности. Но... Я сказал тебе, заткнись, чертовой матери, лучше помоги со вторым выжившим в этой хуйне дегенератором, другим дегенератом, только уже полумертвым. Хорошо, босс. Ослушавшись главного главореза, который все это время стоял плачущий и что-то невнятно бормочущий Юки, а ваши недавно противников начали помогать стать своим друзьям-собратьям. Просто пиздец какой-то ебанутый психопат взял и вырубил двух человек. Смотрев место происшествия еще раз, главный головорез с огромной злобой и надменностью посмотрел на Юки, которая все это время только делала, что пялилась на вашу тушу. Так вы знакомы. Невысоко присел главный головорез, начал смотреть прямо в глаза девушки. Слушай, что это за пидор? Он... Явно будучи недовольным ответом Юки, он вновь ударил девушку резко пощечиной. Ты мне, блядь, сейчас либо говоришь, кто это, либо я тебе прямо сейчас разбиваю ебальник. Я ясно излагаю? Положив свою руку девушке на плечо, мужчина начал давить на ключицу пальца с такой силой, что та лишь больше расплакалась. Ты меня либо отвечаешь, либо я тебе ломаю кость. И вы из дружки. Вот сука. Оль сил терпеть молчание Юки, он убрал с ее плеча руку и со всей силы ударил ту пощечиной вновь так, что та попросту из полусидящего состояния перевелась на лежащее. Сука тупая, так сложно, блядь, за тебя ответить. Хотя ножки у тебя ничего такие, а что выше? Положи свою руку Юки на ногу. Головорез поднимался все выше и выше под тот же палач девушки. В скором времени он уже полностью задрал юбку, смотрел прямо на ее открытое, его взорвое тело, на ее трусики, кое-как скрывающие самое сокровенное. И сила сопротивляться тому, она лишь плакала, громко, горько и беспомощно. Хе-хе, все же зря ты сначала согласилась на наше предложение. Переложив свою ладонь той на лобок, головорез продвигался все дальше и дальше, под истошный, все увеличивающий более громкости палач. Возможно, вы бы так и лежали, если бы не гнусные воспоминания с очень сильной похожей ситуацией. Сейчас не время сдаваться. Переложив свою ладонь той на лобок, головорез продвигался все дальше и дальше, под истошный, все увеличивающий боли и громкости плач. Возможно, вы бы так и лежали, если бы не гнусные воспоминания с очень сильно похожей ситуацией. Сейчас не время сдаваться. Поэтому вы с огромным трудом начали вставать, пока все были отвлечены своими делами. Все получилось успешно. Через секунд 30 ваша тушка уже стояла нога. Единственное, что вас беспокоило, у их челюсти. Смотря за всей этой ситуацией, ваш гнев становился все более и более ощутимой. Жажда крови и нужда в жестокости поглощала вас, а стойкость от выброса адреналина становилась непостижимой. Взявшись свою челюсть ладонью и нажав на две нужные точки резким движением руки, вы вправили ее, издав неприятный звук, ставивший на вас обратить хоть немного внимания. Сука, он опять встал! Главный главорез, только услышавший противный звук, резко оторвался от тактильного наслаждения женским телом и наконец-таки обратил на вас внимание. Ставив за секунду на ноги со своего положения, то же самое сделала его оставшаяся свита. Услышав голос своего лидера, те сразу же оторвались от своих дел и уже благополучно пялились на вас. Ты, блядь, зомби, каким образом тебе вообще удалось стать? Слушая эти слова, на вашем лице появилась встречающие те же чувства ухмылка. А сами же вы спокойно и неторопливым шагом приближались к лидеру всей этой группы. Все это продолжалось недолго. В скором времени на вас напали уже знакомые не понаслышке участники его свиты. Первый удар, второй удар, третий удар. Держа их на расстоянии, вы ожидали тот самый удар с ноги, который случился уже через минуту стычки. Видите летящую на вас ногу, ваш кулак со всей мочи попал в малоберцовую кость вашего соперника, с которой послышался характерный и страшный хруст.
Хоть и вы повредили себе кулак, но тем не менее вы были в выигрышном положении, потому что сразу же после перелома ваш локоть с той же мощностью влетел во второго вашего противника, которому также явно не очень повезло. Ваш удар попал прямо в висок. Посмотрев на главного головореза, ваша нога влетела прямо в челюсть противника со сломанной ногой. После чего вы продолжили движение к своей цели, которая явно потерял самообладание, побежав на вас с ножом, взятым из пазухи. Будучи уже возле друг друга, в вашу сторону сразу же был направлен первый взмах ножом, от которого вы благополучно уворачивались так же, как и от других его ударов. Продолжая все это время ухмыляться, привыкнув к времени взмаха и полностью проанализируя своего противника, вы резко взяли того за запястье, после чего благополучно ударили его уже с ненавистным вам ударом с ноги в висок. Тот сразу же замертво упал, как и его свита ранее. Глянув на уже встающую на ноги Юки, вы попытались мило улыбнуться, но кровь на вашей разбитой губе явно все испортила. Тем не менее, подойдя к вам и смотря прямо в ваши глаза, девушка без капли стеснения положила свою ладонь на вам на щеку, после чего небольшими усилиями заставила вас вернуться. Вот она. Подумали вы. Но быстро разочаровались, как только та провела верхней челюстью своей кисти по стекающей вниз крови, после чего резким движением ноги смахнул большие капли темно-красной жидкости на круг. Ты же понимаешь, что это бесполезно. Подобный ветер на моем лице будет только больше крови. Ты дурак. Перестав смотреть на ваши глаза, девушка резко перевела взгляд вниз, после чего прижалась к вам, обвив вашу талию руками. Зачем? Зачем ты рисковал своей жизнью? Разве мы не разошлись с тобой? Ну, поссорившись. Как бы там ни было, если бы я тебя оставил везде, не думаю, что после смог бы назвать тебя человеком. Ты же явно не альтруист. И легче было просто забыть и пойти домой. Так бы тебе не было бы больно. Так бы тебе было бы больно не только физически, но и морально. Знаешь, самое худшее в такой ситуации — понимание своей беспомощности. Понимание, что, несмотря на усилия, тебе ничего не получается. Полагаю, тебя это сначала пугало, да чертика, верно. Ты увидел меня, думаю, тебе стало куда легче. Как бы ты... Не бросай больше меня. Чего? Не бросай больше меня одну. Не думай, что после этого я смогу гулять по улице одна или подпускать себе кого-нибудь. Дурак. И так еще по десяток минут, возможно, в самой романтичной обстановке с кучей крови. В скором времени Юки отпустила вас, отступил на шаг, взял за вас за руку. Я не хочу тут находиться. Пошли, пожалуйста, домой. Ну ладно, видите. Его. Я не хочу остаться одной сейчас. И что ты хочешь? Многозначительный ответ. Я хочу переночевать. Тяжело вздохнув и немного поразмыслив, вы были, впрочем, не против такого развития событий, поэтому так ничего не ответив, пошли прямиком к своей квартире. Пока сзади вас, держа вашу ладонь, плелась Юки, пытаясь угнаться за вашей скоростью. Ваша же квартира была не так уж далеко от парка, и уже спустя минут 15 вы были рядом с подъездом, дверь которого резко открыли и прошли вперед. Поднявшись на нужный этаж и запустив девушку в свою халупу, вы закрыли дверь на ключ и достаточно быстрым движением сняли с себя верхнюю одежду, повесив на ключ. Я просторнее, чем я думала. А что ты хотела в рождении с родителями? Мило улыбнувшись, девушка последовала вашему примеру, после чего прошла дальше в комнату и плюхнулась на кровать. Да, и кровать неплохо. Ты будешь спать на полу. Я не тот тип парней, который будет жертвовать своим досном ради гостей. Не нравится, можешь ехать обратно к себе домой. Так ты домашний тиран? Я, скорее всего, просто люблю себя. Тем не менее, как ты себе представляешь, обычно берешь служить. Круто, конечно, но люди не в таких условиях могут жить. Это уже просто садизм, не обоснованная жестокость. Волнуйся, парочка подушек, я с тобой поделюсь. И все равно это моя проблема. Разве что я вообще запустил тебя. Как видишь, уже достаточно поздно, поэтому можешь ложиться прямо сейчас. Я понимаю, почему у тебя нет девушки. А, Сузуки, который рядом спит на этой же кровати. Ну ладно. Проигнорировав замечание Юки, вы легли рядом с ней на свою кровать, предварительно сняв себя вверх и выкинув его на ближайшую полку, на которой стояла несколько банок энергетики. Да, иначе с дорогих я не обращаю внимания. Знаешь, ложиться полуголым к девушке. Все равно я устал, поэтому ложись на пол, либо просто молчать. Поняла. Будучи явно недовольна вашим отношением к ней, девушка начала разглядывать ваш торс. Постоянно из раза в раз и мешая вам не только этим фактом, но и своим щекочущим волосом. Пытаясь терпеть эту наглость, вы не могли заснуть, а напротив часа от последних движений проигнорировавшей вашу просьбу лечь на пол девушки, но вскоре та немного успокоилась, вам наконец-то удалось провалиться недолго.
Проснувшись спустя час того, что вам жарко, сразу же заметили виновника. Девушка все это время вас окрывала и максимально прижал свое тело к вашему. Не особо заботьтесь о вашем мнении, потом тяжело вздохнув, все же у вас была хоть капля терпимости, поэтому решили не будить ваших сожителей вновь дрем и вновь вкусное просыпание спустя час. Заснув уже в последний раз в ночи, проснулись же вы уже спустя пару часов, можно сказать, днем. И то от звука посуды и от вкусного запаха. Проснувшись в кровати, вам на глаза сразу же попало, что комната была убрана, она была полностью чиста, пыль с полок убрана, одежда разложена в ранее пустой полке, а энергетики, они пропали. Против свои глаза к вам пришло понимание, что все это не сон. Несомненно, видеть квартиру такой чистой для вас был предел мечтаний. Тяжело потянувшись, вы пальцем провели у губ. На чудо здесь не случилось. Мало того, что рана там все еще присутствовала, так еще и кровь возле нее засохла. Неприятно. Убрав руку с губы и почесав свой оголенный торс, вы направились прямиком на источник этого вкусного запаха. Добредя прямиком на кухню, где ваша новоиспеченная гостья благополучно варила суп, бегая туда-сюда, даже не замечая сначала вас. Подвинув табурет со стола, ваши глаза начали бегать за Юки, который уже спустя 5 минут завершил приготовление своего блюда и благополучно поставил кастрюлю супом прямо на стол, положив под нее доску для нарезки овощей. Хе-хе, доброе утро. Наверное, я разбудил тебя. Удивлен? Меня больше удивляет сейчас не состояние квартиры, не факт того, что по ней бегает девушка, а скорее то, что ты из этого холодильника в каком-то в котором мышь повесилась, смогла достать продукты. Я туда даже не заглядывал, я сходил за продуктами и вернулся сюда. О, как ты вчера говорил, что не можешь сходить больше одна. Да, это вызывает некий страх, но я уверен, что ты придешь ко мне на помощь. Хорошо, логика здесь полностью потеряна. Я понял тебя. В любом случае, куда ты дел мои энергетики? Я их вылила. Я сделал, короче, когда-то опрос. Какой ваш любимый персонаж из школы игры? Это давным-давно было. Она, может, закрепа в телеграм-канале есть, кстати, подписывайтесь. Я сделал опрос, и почти все выбрали Юки Ото. Я не читал так много. Я не читал, я не помню, чтобы она вот это делала. Но, сука, я теперь буду выбирать Аяну Йошиду. Потому что Аяна Йошида, не знаю точно, но, насколько я помню, она не выливала энергетики. Ебать, если бы у меня такая была бы баба, блядь, я бы нахуй. Я тут же выкинул нахуй из дома. В пизду, блядь. Вот у меня тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 банок энергетика стоит пустых, блядь. Все наверняка где-то на полу, под кроватью валяется. Все банки энергетика. И до этого, и то это я еще и выкидываю мусор, потому что, ну, как бы, что, я в свинарнике буду жить? А, он 10 лежит. А, нет, это не энергетика. Но в любом случае, там кофеин, он как и энергетика. Но в любом случае, какого хуя? Не, ебать, такой любви нам не надо. Ага, понимаю. Тебе вредно их пить, ты должен восстановиться после той драки. У меня все так губа повреждена и рука. Вот именно, знаешь ли, ты больше повредил того не соперника, а себя. Кроме того, я была вообще удивлена, что ты знаешь, когда драться, ломать кости, делать другие такие вещи. Пытаясь подвигать пальцем правой руки, вы сразу же почувствовали резкую боль. Тем не менее, вида не подали. Тебе попали прямо в челюсть. Ты ее вправил. Вправил! Ну да. А после, когда на тебя напали с ножом, ты как нельзя обезвредил ее того, в любом случае, где ты такому научился. Скажем так, пришло со временем. Со временем пришло, да ты тех парней инвалидом сделал. Не особо видно, чтобы... Не особо видно, что после того у тебя случилась какая-то психологическая травма. Ну, это как посмотреть. Как бы то ни было, лучше ешь суп, остынет же. Но перед этим выйди из комнаты. Йоуки через секунду вернулся с влажной салфеткой и встал прямо перед вашим лицом. И присев, начала протирать область около губ, которая вся была засохшей крови. Будет приятно, если суп будет со вкусом железа, верно? Ну да. Как ничего не ответив, вы дождались, пока девушка закончит со своим странным... Как ничего не ответив, вы дождались, пока девушка закончит своими странными махинациями. После чего, подвинувшись поближе к столу, приступили к трапезе под чутким наблюдением вашей сожительницы. Но все это продолжалось недолго. Минут через 5 тарелка с едой была благополучно пуста, а живот был полностью забит едой. Я вообще не сказал тебе, но спасибо. Не только за то, что помог мне тогда.
за то, что приютила. А еще я отлично спал прям с тобой. Спасибо, что не выгнал, хоть и говорил, что буду спать на полу. Не за что. Грубо, но не важно. В любом случае, мне понравилось. Не знаю почему, но мне не очень нравится, что ты ведешь. Ты не против того, если я буду посещать тебя, скажем, в любое время? Вот оно как. Другими словами, ты хочешь быть моим сожителем? Тяжело вздохнув, вы проигнорировал вопрос девушки. Тем не менее, она вас поняла. Конечно, вы не особо было против такого развития событий. Главное, что она была полезна. Другой, короче, походу. Спасибо. Да, да, да. Все. И они наконец-то сделали, что я могу с двумя бабами общаться. Ёб твою мать, спасибо нахуй разрабу. Депрессивное настроение. Депрессивное настроение, когда лучше всего заняться чем-то, что лучше настроение вашего персонажа. Наблюдаю за слишком часто безуспешное взаимодействие. Депрессивное нахождение в негативном положении. Ужасно все принудительно. Я его попросил приготовить мне поясок, как я заметил, что это кухарка. Не, ну. Так нравится над этим издеваться. Ну, скажем так, твое поведение меня заставляет это делать, а также постоянно наглость, ты живешь со мной, я плачу во многом продукты и квартиру, а то делаю, кстати. Да, все поняла, все, да, да. О как. Ну, это напоследок. Все, сейчас заканчивается просто видос, уже час снимаю, потому что... Заходя в свою с недавних пор в чистую и уютную квартиру, вы достаточно медленным, неторопливым темпе сняли свою обувь, тяжело с усталостью потянулись вверх, после чего прошли дальше по коридору в свою комнату. Остановились прямо возле входной двери в нее, слышав тихое шуршание постельного белья и короткие стоны. Решив сначала разведать обстановку, нежели бесцеремонно заходить, ваша рука максимально бесшумно приоткрыла дверь, и вам на глаза попалась, несомненно, интереснейшая картина, особо не волнуясь о том, что ее заметит Юки. Благополучно сконцентрированно мастурбировала, трогая левой рукой свои небольшие грудки, а другой свое самое сокровенное место. Я, оказывается, пришел, как прошел твой день, полагаю, ты что-то готовил сегодня, я даже холодильник. Да, все, идите нахуй. В любом случае, вот на этом мы остановимся. В общем говоря, сразу вам скажу, если кто-то будет повторять за мной, у него не будет этого, типа, вот этой кнопки, которая у меня была. Если у вас не будет этой кнопки, то возвращайте сохранение и прокачивайте персонажа. Вроде надо определенное количество урона, и чтобы не было самого этого перка, типа я раньше дрался. Это единственный способ, насколько я помню, если они не меняли ничего. Это единственный способ так, чтобы с Юки можно было ебаться. Других способов нету. Вот сейчас мы видели, как она дрочила. Это единственный способ сделать, чтобы она дрочила реально. Потому что со временем она начнет уже полностью голой дрочить. Она знает, что вы смотрите на нее. Ну, это я вам просто немножко спойлерю. В любом случае, это может в следующей серии мы уже увидим полностью. Типа она заметит это все. И только тогда у вас будет возможность с ней ебаться. А без этого вы не сможете с ней ебаться. Нет, никак. Больше вам мне сказать и нечего. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам очень понравилась эта серия. Мне вот лично она больше всего нравится. Больше всего нравится вот эта часть с Юки. Жалко, конечно, что она вылилась и на шею энергетики. Но ладно, глупенькая. Придется покупать втихую и пить их просто день на улице. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите слово Рикролл, если вы досмотрели до этого момента. Всем пока.